Так получилось, что я оказался в одном из самых дорогих мест самого дорогого штата Америки. Это самое сердце Кремниевой долины. Место, где размещен Apple, Google, Microsoft и другие корпорации. И, конечно, чтобы жить здесь, нужно хорошо зарабатывать. Почему такой район? Все очень просто. Чем дороже район, тем выше качество образования и престижных школ для детей. Я новый иммигрант, который приехал практически без языка, денег и понимания, чем я буду тут заниматься. Это начало истории, которая, как обычно и бывает, начинается не совсем по плану. На территории США официально работать нельзя до получения разрешения на работу. Я получил свой work за 4 месяца и заплатил $410. Вместе с ним я сразу получил Social Security Number, и пока все это оформлялось, параллельно сдал на права. Кстати, эта же карточка является основным удостоверением личности на территории США. Да, чуть не забыл, в первые дни после приезда пошел в Bank of America и оформил банковскую карту. Разрешение на работу и Social Security дает мне не только возможность работать, но и, например, подключить монетизацию на YouTube и вести прочую онлайн-деятельность, уже как налогоплательщик США. То ли это самообман, потому что я крайне ленив, то ли здравый смысл. Но на данный момент я не хочу устраиваться на постоянную работу с 9 до 5, потому что в данном случае у меня не будет времени и возможности реализовывать себя. И на первое время я решил перебиваться подработками. В США все хотят зарабатывать хорошо, автослесари не исключение. Поэтому ремонт автомобилей крайне дорогой. Кроме того, большинство автовладельцев даже не подозревает, что ремонтировать машину можно не только у официальных дилеров. По этой же причине автомобили с техническими проблемами можно купить очень дешево. Я купил 2 автомобиля для перепродажи. Mitsubishi Outlander 2014 года за $2500 и Nissan Pathfinder также 2014 года и также за $2500. Обе машины с проблемами в трансмиссии. И попал. Я привык, что такие проблемы, как ремонт или замена коробки передач, решается достаточно быстро и без особых проблем. И рассчитывал, что здесь будет то же самое. Идея была простая. Я покупаю автомобили не на ходу, покупаю контрактные детали, и в местном автосервисе мне их меняют за адекватные деньги. В итоге автомобили стоимостью в пару тысяч $1000 с вложенными еще несколькими тысячами $1000 могут стоить уже около $10 000. Пришлось купить вот такие рампы, и часть работ буду выполнять своими руками. Почему? Потому что снятие и установка трансмиссии обошлись мне в $1600. И никаких гарантий на БУ агрегата нет. И хорошо, если все идет по плану. А если нет, как в моем случае, вам просто возвращают нерабочее авто. При этом, конечно же, вы оплачиваете работу, и вы оплатили уже саму коробку. В моей бэушной коробке оказался нерабочий гидроблок. И хоть продавец мне выслал его бесплатно, ставить его придется уже самому. В сервисе такая работа стоит от $500. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got 'em hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass is greener on the other side, though. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. После замены гидроблока машина стала ездить плавнее, но я заметил рывки при ускорении от 20 до 30 миль в час. Придется разбирать дальше. Буду менять свечи, MAV-сенсор, который можно было и не менять, и смотреть, что там с воздуховодами. Обнаружил рваный патрубок, через который также подтягивался кислород уже после MAV-сенсора. Его также под замену. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun.
машина работает идеально, плавно, тихо, как новый автомобиль. А осталось сделать небольшую предпродажную подготовку, и можно выставлять на продажу. Купил средства для чистки ковров и щетки для шуруповерта. Они нужны для чистки таких сложных мест, как подлокотники. Машина была куплена на ферме, и на ковриках куча засохшего раздавленного инжира. Просто так руками не очистить. Вот такой получился результат. По-моему, совсем неплохо, с учетом того, что на работу ушло не более 2 часов. Сейчас эти автомобили постоят здесь еще какое-то время, потому что процесс перерегистрации не такой быстрый, как хотелось бы. И я еще должен получить кое-какие документы для того, чтобы эти автомобили потом продать. На самом деле первый блин, как это обычно и бывает, получился комом. А с другой стороны, это опыт, который я обязательно учту в будущей работе. Сейчас у меня есть мысли на тему получения лицензии автодилера для дальнейшей легальной работы в этой сфере. Кроме того, это откроет доступ к аукционам, которые для обычных физических лиц закрыты, и возможность не перерегистрировать автомобили на себя перед дальнейшей продажей. Ну а на сегодня это все, друзья. Ставьте лайки, пишите, что вы об этом думаете, и обязательно подписывайтесь на канал, потому что впереди очень много интересного. Всем спасибо за просмотр и пока. Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw